Конец власти Орбана. Результаты выборов в Венгрии стали шоком. Переговоры с Ираном зашли в тупик, и Белый дом выставил финальный ультиматум. Трамп угрожает Китаю и блокирует главный транспортный узел планеты. Зеленский меняет стратегию и готовится к худшему сценарию. Друзья, приветствую вас на канале Медиашот. Коротко и о главном прямо сейчас. Оставь реакцию и пишите комментарии. Заранее спасибо и начинаем. Виктор Орбан покидает пост премьер-министра Венгрии спустя 16 лет. Итоги выборов стали неожиданностью. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр одержал победу, которую уже называют исторической. На улицы Будапешта вышли десятки тысяч человек. По сути, страна проголосовала за полную смену курса. Явка на участках побила все рекорды. Мадьяр заявил, что люди сознательно выбрали путь правды и отказались от прежних методов управления. Сегодня венгры сказали «нет обману, лжи, манипуляциям и предательству». Дорогие друзья, 2 года назад несколько человек начали борьбу, и в конце концов в битве Давида и Голиафа любовь одержала победу, потому что любовь всегда побеждает. Партия Мадьяра получила более 75% мест в парламенте. Такое большинство позволяет новому правительству менять конституцию. Это означает, что систему, которую Орбан строил годами, теперь начнут демонтировать. Сам политик уже признал поражение, не дожидаясь окончательных цифр. Дорогие друзья, результаты выборов еще не окончательные, но они вполне понятны. Результат выборов для нас болезненный, но очевидный. Нам не доверили ответственность за управление страной и не дали такой возможности. Я поздравил победителя. Главный пункт программы Мадьяра – это восстановление связей с Евросоюзом. Он планирует срочный визит в Брюссель, чтобы добиться разморозки миллиардов евро. Эти деньги были заблокированы из-за обвинений в коррупции при старом правительстве. План состоял в том, что Петер Мадьяр должен был разрушить стену, возведенную Орбаном. И вот это произошло. У меня есть хорошие новости для сторонников Фидеса, потому что Петер Мадьяр строит мосты. Давайте не будем разделять Венгрию, а объединим ее. Фактически Венгрия совершает резкий разворот. Страна уходит от Москвы и стремится стать максимально близкой к Евросоюзу. Как вы думаете, какие теперь будут отношения с Россией и какую позицию в отношении Зеленского займет новое правительство страны? Пишите свое мнение в комментариях. Но пока в Будапеште празднуют победу, Вашингтон и Тегеран так и не смогли договориться по вопросам безопасности. Переговорный марафон, который длился почти сутки, закончился ничем. Вице-президент штатов Джей Ди Венс официально подтвердил: консультации завершены, а компромисс остался недостижимым. По сути, стороны уперлись в стену, которую никто не захотел обходить. Мы работаем над этим уже 21 час и провели ряд содержательных переговоров с иранской стороной. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения. И я думаю, что это плохая новость скорее для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Итак, мы возвращаемся в США, так и не придя к соглашению. Американская делегация утверждает, что их условия были предельно прозрачными. Штаты представили список уступок, на которые готовы были пойти, но обозначили красные линии, за которые не переступят. Тегеран же предпочел сохранить текущий статус-кво. Теперь дипломатический процесс официально поставлен на паузу. Мы предельно ясно обозначили наши красные линии, а также то, в каких вопросах мы готовы пойти на уступки, а в каких нет. Мы постарались донести это как можно яснее, но они решили не принимать наши условия. Я не буду вдаваться в подробности, потому что не хочу вести переговоры публично после того, как мы 21 час вели переговоры за закрытыми дверями. В центре спора иранская атомная программа. Вашингтону не нужна временная заморозка. Трамп требует полной ликвидации любых ядерных рисков и долгосрочных гарантий. Это и стало главным камнем преткновения, иранцы на такой ультиматум не пошли. Но суть в том, что нам нужно получить от них четкое заверение в том, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия и не будут искать способы быстро его создать. Это основная цель президента Соединенных Штатов, и именно этого мы пытались добиться в ходе переговоров. Повторюсь, их ядерная программа, а именно объекты по обогащению урана, которые у них были раньше, уничтожена. Но вопрос в том, готовы ли иранцы принципиально отказаться от создания ядерного оружия не только сейчас и не через 2 года, но и в долгосрочной перспективе. Мы пока этого не увидели, но надеемся, что увидим. Мы просто не смогли добиться от иранцев согласия на наши условия. Венс за сутки провел более 10 совещаний с президентом и главами разведок. Соединенные Штаты считают свою миссию выполненной и просто уходят, оставив Тегерану право на последнее слово.
Да, мы, конечно, постоянно общались с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили, раз 5 или 6 за последние 21 час. Конечно, мы также общались с адмиралом, Купером, Питом, Марко, со всей командой по национальной безопасности. Мы несколько раз говорили со Скоттом Бессоном, так что мы постоянно были на связи с командой, потому что вели переговоры добросовестно. И вот мы уезжаем с очень простым предложением. Это наш последний и наилучший вариант. Посмотрим, примут ли его иранцы. Сразу после переговоров Вашингтон перешел к открытому давлению. Президент Дональд Трамп санкционировал меры, которые бьют не только по Тегерану, но и по его ключевым партнерам. Главное событие – приказ о полной блокаде Ормузского пролива. По сути, американцы закрывают ключевую артерию, через которую идет нефть по всему миру. Военные уже получили распоряжение обеспечить изоляцию региона. Режим вступает в силу завтра в 10 утра. Это решение ставит мировую экономику в крайне жесткие условия. Но Трампа, похоже, это не останавливает. На фоне блокады всплыла информация о том, что Китай может оказывать военную поддержку Ирану. Реакция Белого дома на возможные поставки оружия была мгновенной. Трамп прямо пригрозил Пекину экономическим ударом, который перекроет любую выгоду от сделок с Ираном. Я слышал, что Китай якобы поставляет Ирану переносные зенитно-ракетные комплексы. Я сомневаюсь, что они это сделают, потому что у меня с ними хорошие отношения. И я думаю, что они этого не сделают, но, может быть, они немного. Начали, но я не думаю, что они продолжат. Нет, но если мы поймаем их на этом, то ведем 50% пошлину, а это огромная. Просто огромная сумма. На самом деле Вашингтон ставит Пекин перед жестким выбором – помощь Ирану или доступ к американскому рынку. Как вы считаете, рискнет ли Китай своей экономикой или же Трамп перегибает палку? Пишите свое мнение. На Украине стали известны планы Владимира Зеленского на ближайшее время. Страна готовится к тяжелому периоду. И на линии фронта, и в дипломатических кабинетах наступает фаза максимального напряжения. Эти новости уже вызвали серьезное беспокойство среди политических элит в Киеве. Политолог Руслан Бортник объясняет, по сути, Киев делает ставку на выжидание. Расчет простой – пересидеть текущий политический цикл в Штатах и дождаться осени, когда выборы в Конгресс могут изменить расстановку сил в пользу демократов. Поскольку похоже на то, что Украина сегодня, или президент Украины сегодня заявил о том, что Украина переходит к фазе стратегической обороны на фронте и к фазе стратегической обороны в международных отношениях. Фактически включается режим «осажденная крепость», как минимум до сентября этого года. Однако время играет против этой стратегии. Если Вашингтон не найдет общий язык с Зеленским до конца лета, американцы могут просто выйти из переговоров, полностью переключившись на свою внутреннюю предвыборную гонку. И тогда Украина рискует остаться один на один со своими проблемами. В августе США могут выйти из переговоров, заявил Зеленский. Он считает, что если это давление не закончится результатом, то США выйдут из переговоров перед выборами в Конгресс. То есть на август прогноз украинской стороны – это выход американцев из переговоров по Украине. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США сначала лета еще больше уйдут во внутренние процессы, выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн. Ориентировочно август, сказал Зеленский. Градус напряжения повышают и сигналы из Европы. Там всерьез опасаются, что перед выборами Трамп усилит давление на Зеленского и потребует выхода из Донбасса, чтобы закрыть вопрос любой ценой. Вот такие новости, друзья. Пишите, что думаете. Подписка, лайк. Вы знаете, что делать, чтобы не пропустить следующее включение. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.